Всем привет! В этом видео хочу продолжить тему предыдущего видео, а, так как есть некоторые нюансы, есть некоторые советы, которые я хочу вам дать по поводу вязания ложного ажура или панчлейса. Если в прошлом видео вы уже заметили, что я вязала без проблем, вот этот вот, то есть у нас ничего не сбрасывало, аккуратно получался край, нитка не рвалась, не цеплялась, то есть все было, все аккуратно. То вот в этом видео мы будем вязать два образца, которые мы будем заменять вот эту тонкую нить другими вариантами. Какие могут быть использованы нити другие, допустим, если у нас нет вот такой слонимской пряжи, да, которую мы можем скомбинировать, то есть взять один моток в 2 сложения, в 3, а один моточек в одно сложение. Или, например, мы вообще хотим другой цвет и другую нить, которая нам понравилась, вот, например, вот такая вот. И какую мы можем сюда нить добавить, чтобы связать ложный ажур. Но перед этим, как мы перейдем к вязанию, я расскажу, какие нити можно добавить. Я еще хочу один момент затронуть. Я в прошлом видео, когда мы настраивали каретки, я про выбор ручку узора сказала, что мы ставим на букву L, но про иглооттяжные рычаги вот эти вот я ничего не сказала, забыла. То есть настройки каретки на ложный ажур должны быть такими. Мы ставим выбор узора, ручку выбора узора на букву L. И иглооттяжные рычажки у нас должны быть в таком положении. С этой стороны справа на 2 палочки или на 2, а с этой стороны мы должны вот так вот переместить на единичку или на 1 палочку. Вот так. Вот это вот будет у нас основные настройки при вязании ложного ажура. Ну и перейдем, опять вернемся к тому, чем же можно заменить и чем мы будем сегодня заменять вот эту тонкую нить. Я думала, сначала буду вязать тоже зеленый, но думаю, разбавим красками немножко и мои видео все, а то будет все сейчас зеленое. Поэтому я выбрала вот такой красивый цвет. И, значит, у нас будет 2 варианта. Мы можем использовать обычную катушечную нить, вот такую вот у меня. Она достаточно плотная, не плотная, она достаточно крепкая. То есть я ее, вот так прикладываю усилия и только обрываю. Перед тем, как вязать и использовать вот катушечную нить, я тоже рекомендую всегда так делать, потому что вы поймете, в процессе вязки она будет обрываться или нет. Если она сильно такая хлипкая, и вы быстро ее обрываете, лучше не использовать ее, потому что при носке даже изделия, если мы свяжем и у нас ничего не оборвется, тут нить никакая, но при носке она может порваться. И вторая, вот это был у нас второй способ. И вторая нить, я которую использую, это люрекс. Люрекс у меня совсем тоненький. Я хочу показать в этом образце просто, как красиво использовать вот люрексную ниточку. Даже если это был бы другой цвет, тоже в соединении с золотым или серебристым, очень красиво и нарядно всегда получаются изделия. Но она у меня очень такая хлипкая и быстро рвется. Если использовать такую нить, то желательно выбирать вот такие вот узоры, которые имеют небольшие протяжки, то есть нет больших вот этих окошек из тоненькой вот этой нити.
То есть достаточно все вот так плотненько, только еле-еле прослеживается вот легкий ажур. Но тоже красиво, очень красиво. Вот такое видео у нас сегодня будет. В процессе вязания я буду затрагивать некоторые нюансы, давать некоторые советы, которые, я надеюсь, будут вам полезны. Еще хочу сказать по поводу тех нитей, которые я выбираю для своих изделий. Я пробовала катушечной нитью вязать, но у меня изделие ненадолго как бы хватило в плане эксплуатации. Что-то оно, ну вот мне не понравилось. И поэтому я стараюсь выбирать все-таки вот эту тонкую нить, вот, ну, слонимскую тонкую нить. Вот у меня 2 костюма, связанных этой техникой, этим методом переплетения. И здесь я использовала именно слонимскую нить. Вот так. И для образца я взяла вот такую вот пряжу. Это высокообъемный акрил. И тут в 50 граммах 300 метров. То есть получается в 100 граммах 600 метров. И если сравнивать ее со слонимской, которую мы вязали в прошлый раз, то где-то приблизительно это в 3 сложения слонимская нить. Ну, это если по подсчетам вот так. Если получается в 3, наверное, даже чуть-чуть больше сложений. Вот это вот немножко, может, чуть-чуть толще даже. Нет, ну приблизительно одинаково. И я взяла обычную катушечную нить. Она у меня достаточно прочная. И если ее даже вот так вот разорвать, она нужно так приложить усилия. В инструкции к этому узору, к этому виду переплетения рекомендуется использовать вот такие вот сеточки для катушек нити. Вот так вставляется, и вот отсюда ниточка вот так выходит. Но по моему наблюдению, в принципе, такую сетку можно не использовать. Я кладу вот эту вот свою катушечку в такой кувшинчик, какую-нибудь высокую емкость, и заправляю нить. И мне этого достаточно. Так, заправим нить во второй нитеводитель. Также по поводу натяжения нити. Нить должна хорошо быть натянута. Ну, прям не сильно, чтобы она, но провисания, чтобы не было. То есть хорошая тяжка нити должна, натяжение нити. И по поводу еще нужно сказать, по поводу вот оттяжки полотна. Тоже сильных не надо тут грузиков вешать больших. Достаточно вот одной гребеночки. И потом, когда мы немножко пойдем дальше вязать, просто на край, на край слева и справа навешивать коготки. Все. Сейчас я включу кнопку старт. Выбрала рисунок. Это будет уже другой рисунок. И настроим каретку нашу. Положение L поставим. Ручку выбора узора. И обязательно мы должны, то что я забыла показать в прошлый раз, иглооттяжные рычажки. Вот с этой стороны мы должны поставить на единичку, ну или на палочку. С этой стороны у нас остается так, как неизменно, на 2 палочки. Все. Мы продолжим сейчас вязать. И в процессе вязки я еще покажу некоторые моменты и сложности вот в этом переплетении именно. Так, ну и заправляем, да? Все. Если в прошлом случае мы вязали, кстати, у меня плотность 5 стоит на каретке. В прошлом случае мы вязали, и вы видели, что в прошлом видео, да, когда я использовала именно слонимскую пряжу, она в разы толще вот этой катушечной, ну, в 2-3, может быть, даже раза. Ну, в общем, толще она. И у нас никаких проблем не возникало. Но при вязании вот с этой катушечной нитью или очень тонкой нитью
возникают некоторые моменты, некоторые нюансы, на которые нужно обратить внимание. Также, эти нюансы указаны в инструкции к этому переплетению. Чтобы полотно наше не сбрасывалось, то есть крайние петли наши не сбрасывались, а провязывались ровно и более четкий край был, то желательно, когда у нас каретка с правой стороны стоит, мы должны выдвинуть иглы крайние в D-положение. Когда мы провязываем, мы видим, что каретка не провязалась, то есть иглы не провязались, когда мы провязали справа налево. Когда мы провязываем назад, они провязываются. Опять выдвигаем, и каждый раз со стороны, с правой стороны мы должны. Также мы должны отрегулировать, конечно, вот этот ход нашей нити. Она достаточно тонкая, поэтому может где-то закрутиться. И еще хочу сказать, что нить не должна быть сильно натянута. Она должна быть натянута, но не прям не перетянута. Так, и вот каждый раз когда каретка у нас с правой стороны, мы выдвигаем иглы крайние. В D-положение. Ну и сейчас мы немножко провязали уже и навесим наши грузики. Также вот хочу сказать по поводу цвета нити, когда мы выбираем нить другого, ну вот тонкую, да. По моим наблюдениям лучше использовать, конечно же, лучше использовать тон в тон нити основного цвета, да. Но бывает такое, что мы можем не найти, поэтому эта нить должна, ну, не темнее быть самого цвета фона, но желательно не темнее. Вот как бы по моим наблюдениям, вот как мне больше вот так вот нравится. Вот эти вот коготки, то, что мы наветили, мы тоже этим как бы дадим дополнительную оттяжку крайних игл, крайних петель. И тоже за счет этого край будет ровнее и красивее. Желательно выбирать не быстрый темп. О, я провязала, заговорилась и не сделала вот этот вот выбор игл крайних. Опять. Ну, вот забываюсь. Ну вот вы и заметили, что в прошлом видео я не выдвигала крайние иглы, и они у меня очень хорошо все было провязано, все провязывалось и ничего не сбрасывалось. Но когда мы используем катушечную нить или очень тонкую нить, то такое случается. И когда вот сейчас мы перейдем с вами ко второму образцу, к вязанию второго образца, я хочу вот затронуть тему обрыва нити. Вы видели, катушечная нить, она достаточно плотная. Но вот сейчас у меня люрекс, нить люрексная. И она очень уязвима, очень тонкая. Есть, конечно, люрексы тоненькие, но, наверное, поплотнее просто. Но тут совсем она тонкая, но ей тоже можно вязать. Но если вы будете выбирать очень тонкую, вот как сейчас у меня,
Я почему хочу сейчас показать, как очень красиво смотрится с люрексом само вот это вот полотно. Даже если мы вот сейчас мы в тон, да, берем практически, да, цвет, ну как в тон, но все равно оно очень хорошо сочетается, да, то, допустим, на других, если мы будем использовать цвет фона другой, ну, наверное, на любом цвете золото будет очень красиво. Ну и как и серебро, в принципе. Вот этот люрекс, который у меня сейчас, ну, он прям вот тоненький. Я, конечно, поищу нить покрепче, потом вот вам расскажу. Но пока мы свяжем вот этот образец. И хочу сказать, что когда в процессе носки вот эта петля, она тоже может порваться. Поэтому вот такую, наверное, нить совсем тонкую, совсем-совсем тонкую. И именно вот, знаете, вот вы руками вот так вот, когда обрываете быстро, вот все, не используйте. Если нить не сильно рвется, ну, то есть надо приложить усилия, то тогда нормально. Если вот она прям вот она прям обрывается вот так легко, то не стоит. Но мы сейчас попробуем все равно как образец, как показать, как это красиво. Вот хочу связать. Так, я установила другой рисунок и настроила уже каретки. Настроила каретки. Что-то я вот эту штуку машинально поднимаю. Вот. И все, нажала на кнопку старт. Буду вязать медленно, боюсь, что она может порваться. Потому что я когда вязала, пробовала, то она у меня могла и порваться. Было такое. Ну и, конечно, выдвигаем, когда используем очень тонкие нити, выдвигаем крайние иглы в положение D. Перенесем коготки. Не сильно высоко. Не сильно высоко. Перенесем коготки. Я специально включила лампу, показать всю красоту наших узоров, которые мы сегодня связали. Вот этот первый узор, который мы вязали с помощью, то есть добавляя катушечную нить. Здесь я, видите, даже провязала катушечной нитью, видите, как красиво тоже. Ну и второй у нас, это когда мы добавили люрекс. Смотрите, как красиво. Когда я использовала разные узоры, вот здесь побольше просто самих протяжек. То есть переплетение более рыхлее, более воздушнее. Это за счет переплетения. А здесь коротенькие, видите, протяжки, поэтому оно более плотнее, но тоже очень-очень красиво. Вот где побольше, это вот тут вот протяжечки, видите? Вот здесь и получается, что и дырочки побольше. Ну, вот очень красиво получился и тот рисунок. И я буду поищу люрекс, а возможно даже я посмотрю в вышивальных каких-то нитках для вышивания. Там тоже есть такие блестящие золотые нити. И попробуем еще раз какой-нибудь узор и вообще какой-нибудь проект сделать. Вот такое видео у нас сегодня получилось.
ставьте лайки. Спасибо за просмотры. Ставьте колокольчик у себя, чтобы не пропустить мои видео. И до скорых встреч в новых видео. Всем пока!